13 лет — это возраст, когда мир кажется бесконечным полем для открытий, а время течет медленно, обещая впереди целую вечность. Майк Петросина был самым обычным мальчишкой. Любил гонять мяч, строить планы на лето и мечтать о том, кем он станет, когда вырастет. Но однажды резкая, непроходящая боль перечеркнула привычную жизнь. Запах больничных коридоров, холод медицинских приборов и растерянные, полные скрытого ужаса глаза родителей стали новой реальностью. Диагноз прозвучал как смертный приговор — агрессивная форма рака. Врачи, отводя взгляды, говорили тихо и осторожно. Прогнозы были беспощадны. Майку давали меньше года. Шансы выжить казались ничтожными, статистической погрешностью в сухих медицинских отчетах. Но у 13-летнего подростка было то, что не поддавалось никаким графикам выживаемости. Непоколебимая жажда жизни и сердце, наотрез отказавшееся сдаваться. В этот же период в жизни Майка окончательно и бесповоротно закрепился самый верный союзник. Пес по кличке Расти был не просто домашним питомцем, он был частью души Майка. Рыжий, с внимательными, невероятно теплыми глазами, Расти словно с первого дня понял свою особую миссию. Животные не умеют читать медицинские карты и не знают латинских названий страшных болезней, но они обладают безошибочным чутьем на чужую боль. Когда Майк возвращался домой после изнурительных первых процедур, слабый, с обожженным химиотерапией телом, пес не прыгал и не требовал игр. Он тихо подходил к кровати, клал морду на край одеяла и замирал, дыша в унисон со своим маленьким хозяином. Так началась битва, растянувшаяся на долгие 8 лет. Вместо беззаботной юности, школьных выпускных и первых свиданий, Майк проходил через адские круги терапии. Он бросал вызов статистике снова и снова. Когда болезнь отступала, семья затаивала дыхание, надеясь на чудо, но рак возвращался с новой яростью. Майк побеждал его раз за разом. 4 жестоких, выматывающих рецидива, каждый из которых требовал колоссальных душевных и физических сил. В этой борьбе приходилось платить страшную цену. Чтобы остановить распространение опухоли, врачам пришлось пойти на радикальный шаг — ампутацию ноги. Для молодого парня, еще недавно мечтавшего бегать на перегонки с ветром, это стало тяжелейшим ударом. Но даже тогда Майк не позволил себе сломаться. Он учился заново держать равновесие, осваивал протез и костыли, выдавливая из себя улыбку ради близких, которые плакали по ночам, думая, что он не слышит. И через каждую операцию, через каждый потерянный волос, через каждый тошнотворный приступ и каждую слезу рядом неизменно оставался Расти. Пес взрослел вместе с Майком, их связь крепла с каждым пережитым днем. Расти научился чувствовать настроение хозяина без единого звука. Если Майку было тяжело идти, пес аккуратно шел рядом, словно готовый в любую секунду подставить свою спину. Если накатывала черная депрессия, Расти просто утыкался влажным носом в ладонь, напоминая: «Ты не один, мы держимся вместе». Майк прожил не 1 год, отмеренный врачами, а 8 полноценных, наполненных отвагой лет. Он доказал силу человеческого духа, вдохновляя всех вокруг. Но человеческое тело, увы, имеет предел прочности. Когда Майку исполнился 21 год, болезнь вернулась в 5-й раз. На этот раз организм, измученный годами агрессивного лечения, тяжелыми операциями и токсичными препаратами, больше не мог сопротивляться. Врачи исчерпали все возможные протоколы. Пришло время горького, невыносимого осознания. Финал неизбежен, и счет пошел на дни. Майка перевели в палату паллиативной помощи. Вокруг были капельницы, приборы, контролирующие угасающий ритм сердца, и близкие, чьи сердца разрывались от горя. Молодой человек, проявивший за свою короткую жизнь больше мужества, чем многие успевают за век, принял неизбежное с поразительным спокойствием. Он не жаловался, не проклинал судьбу и не просил о несбыточном.
У него была всего одна, предельно простая просьба перед тем, как уснуть навсегда. Майк хотел в последний раз обнять своего верного пса. Больничные правила строги, но человечность и сострадание медперсонала взяли верх. В один из тихих дней двери палаты открылись, и в стерильный, пахнущий лекарствами мир вошел Расти. Пес вел себя не так, как обычно. В нем не было суеты. Казалось, он мгновенно осознал, где находится и почему здесь собрались люди с красными от слез глазами. Расти подошел к высокой больничной койке, аккуратно поставил передние лапы на край и заглянул в лицо человеку, которого любил больше жизни. Майк, невероятно бледный, исхудавший, с трубками в носу, медленно протянул слабую руку. В его глазах не было страха, только безграничная нежность и благодарность. Он обнял пса за шею, прижался щекой к его мягкой шерсти и закрыл глаза. Расти замер, не шевелясь, боясь причинить боль, и только тихо прижался головой к плечу Майка, словно стараясь забрать часть его страданий себе. В палате стояла абсолютная тишина, нарушаемая лишь мерным писком медицинских мониторов и сдавленными всхлипами. В этот момент один из близких друзей Майка не выдержал и сделал фотографию на телефон. Это не было попыткой создать сенсацию. Это было желание запечатлеть чистую, абсолютную любовь, побеждающую смерть. Этот снимок вскоре попал в сеть и мгновенно разлетелся по всему миру. Миллионы людей на всех континентах смотрели на экран, не скрывая слез. На фото не было фальши или драмы на показ, только двое старых друзей, прощающихся на пороге вечности. В этой фотографии люди увидели не просто трагедию ухода юноши, но и великую тайну безусловной преданности, о которой часто забывают в суете повседневности. Вскоре после этих последних объятий Майк Петросина тихо и мирно ушел из жизни в возрасте 21 года. Он ушел непобежденным, потому что страх и отчаяние так и не смогли сломить его душу. Расти оставался рядом до самого конца. Даже когда комната опустела, верный пес хранил память о тепле рук своего хозяина. История Майка и Расти осталась в сердцах миллионов как вечное напоминание. Самые глубокие чувства не нуждаются в словах. Любовь и преданность способны пройти сквозь годы невыносимой боли, сквозь тяжелейшие испытания судьбы и остаться нерушимыми даже тогда, когда гаснет последний луч земной жизни.